Сегодня выезжаю на героический поступок в горы Сораксан. Корейцы считают самые красивые горы в Корее. Я могу с этим поспорить. Одни из, это точно. А героический поступок будет завтра. Восхождение на пик. Ножки мои ножки. Чтобы добраться до прекрасного храма Пектамса, нужно сесть на автобус. 15 минут он идет. Первые ворота Пектамса. Мы сейчас к ним подходим. Ворота Ильджумун называется. Наша первая остановка в горах Сораксан – это храм Пектамса. Пектамса, судя по легенде, храм не местный. Сейчас эту легенду расскажу. Ну а вы пока посмотрите, какая тут красота вокруг. И здесь вокруг полно красных кленов. Согласно истории храма Пектамса знаменитого монаха и поэта Хан Юнуна, о нем попозже, построен был храм в 674 году. Но затем бесчисленное количество раз перестраивался, переезжал, горел и вновь восстанавливался, пока в 1783 году не получил своего настоящего имени. Имя это Пектамса напоминает мне о свинке Пеппе, которая очень любила лужи. Почему напоминает, спросите вы? Да потому что название храма можно перевести как «Храм 100 луж». Говорят, очередному монаху приснился сон. Дабы прекратить бесчисленные бедствия храма, его надо перенести на 100-ю лужу от главной вершины гор Сораксан, пика Тэчонбон. Речки горные в гранитном ложе образуют действительно что-то похожее на лужи, особенно когда вода низкая в сухой сезон. Но монах отсчитал 99 луж и на 100-й поставил храм, и назвал храм 100 луж. Пектамса, то есть. В буддийских храмах бывает несколько пар ворот, обычно 3. Мы сейчас около вторых находимся, первые остались там. Алмазные ворота называется. Название храма за моей спиной написано. А если чуть-чуть подальше посмотреть, где он находится. Среди стандартных названий зданий храма Пектамса встречается несколько необычных, в которых повторяется слово «манхэ» – 10 тысяч морей. Манхэ Тосогван, Манхэ Сурёнван, Манхэ Юнгугван, Манхэ Кююгван. Манхэ – это буддийское имя знаменитого поэта, писателя и общественного деятеля Кореи первой половины 20 века – Хан Юнуна. По совместительству Хан Юнун был монахом в этом самом монастыре Пектамса. Пожалуй, самые известные его стихи «Молчание любви» исполняет для вас госпожа Мён Минджу, перевод Марии Солдатовой. Обратите внимание, в корейском языке нет рода, по стилю стихи обращения женщины к мужчине, но Мария перевела их от имени мужчины, так как науке неизвестно, к кому обращается Манхэ, то ли к своей ушедшей любви в человеческом облике, то ли к Будде, то ли к Корее, которая в этот момент была колонией Японии. В общем, наслаждайтесь. 님의 침묵. 님은 같습니다. 아, 사랑하는 나의 님은 같습니다. 푸른 산빛을 깨치고 단풍나무 숲을 향하여 난 작은 길을 걸어서 차마 떨치고 갔습니다. 황금의 꽃같이 굵고 빛나던 옛 맹선은 차디찬 티끌이 되어서 한숨에 미풍에 날아갔습니다. 날카로운 첫 키스의 추억은 나의 운명의 지침을 돌려놓고 뒷걸음쳐서 사라졌습니다. 나는 향기로운 님의 말소리에 귀먹고 꽃다운 님의 얼굴에 눈멀었습니다. 사랑도 사람의 일이라 만날 때 미리 떠날 것을 염려하고 경계하지 아니한 것은 아니지만 이별은 뜻밖의 일이 되고 놀란 가슴은 새로운 슬픔에 터집니다.
그러나 이별은 쓸데없는 눈물의 원천을 만들고 마는 것은 스스로 사랑을 깨치는 것인 줄 아는 까닭에 걷잡을 수 없는 슬픔의 힘을 옮겨서 새 희망의 정수박이에 들어 부었습니다. 우리는 만날 때 떠날 것을 염려하는 것과 같이 떠날 때 다시 만날 것을 믿습니다. 아, 님은 갔지만은 나는 님을 보내지 아니하였습니다. 제 곡조를 못 이기는 사랑의 노래는 님의 침묵을 휩싸고 돕니다. 1926년 한용운. Между прочим, здесь в ссылке один из президентов Южной Кореи находился достаточно долго. Только ушел в отставку и тоже ссылка. Ну это еще ничего, в таком месте красиво, в ссылке побывать. Чон Духван его звали, может быть, знаете? Чон Духван начал свой президентский срок не совсем законно, точнее, совсем незаконно. Под видом расследования убийства своего предшественника, президента Пак Чон Хи, он захватил власть в стране. Убийство произошло 26 октября 1979 года. Чон же стал во главе расследования, и уже к 12 декабря того же года, когда официально произошел переворот, военная власть в стране принадлежала ему и его соратникам. Известен Чон Духван жестоким подавлением движения за демократизацию в городе Кванджу, в который введены были войска и использовалось боевое оружие и даже тяжелая военная техника против гражданского населения. С другой стороны, он был первым президентом, ушедшим от власти в результате выборов. Власть он отдал своему товарищу Но Тэу, но это Чон Духвану не помогло. В 1988 году в результате череды расследований, скандалов и извинений Чон уходит из политики и переезжает сюда, в монастырь Пектамса, для осознания и осмысления. Правда, ненадолго, до 30 декабря 1990 года. Это еще что, в 1996 году приговорили его к смертной казни, но потом помиловали по настоянию демократического и, безусловно, доброго президента Ким Дэ Джуна. Кстати, Чон до сих пор жив и выплачивает государству коррупционный должок. Но что это мы все про президента? Еду на базу в Сукчо, надо выспаться перед покорением главной вершины Сораксана, великого лазурного пика. Если так идти долго-долго, собраться на горку, не очень высокую, потом спуститься с нее, мы придем в Сукчо. Я сегодня ночую в Сукчо. Сукчо — это приморский город. Город находится на берегу Восточного моря Кореи. Я, правда, не планирую дойти пешком до туда, но дорожка живописная, немножечко по ней пройдусь и вам покажу, что я тут увижу. Сокчо небольшой городок, 82 тысячи человек здесь находится. Отличная база для того, чтобы предпринять путешествие в горы Сораксан. Тут и внешний Сораксан совсем близко, с гондолой. До южного, правда, километров 30 ехать. Ну, вы можете пешком через горы трекингом заняться. Недалеко отсюда граница Северной Кореи. Но самое главное, это приморский городок с собственными пляжами и с рынком морепродуктов. Мы сейчас идем по улице, которая называется Родео. Во многих корейских городах почему-то Родео называют улицу, где много-много магазинов. С едой здесь плохо, вот на этой улице. Поэтому, если хотите есть, вам нужно куда-нибудь свернуть. Ну, например, можно свернуть на рынок. Прям к рынку подходим. Смотрите, сейчас очень рано. Естественно, и магазины закрыты, и рынок закрыт. Я давно знал, что здесь какое-то экспо проходило в Сокчо. Вот эта башня, она отовсюду видна. Но специально сегодня для вас заехал сюда, чтобы посмотреть, что это за экспо. Оказывается, это международная travel, то есть выставка путешествий здесь проходила в 1999 году.
Немножко все, конечно, уже старенькое стало. Ну, издали выглядит прикольно. Еще одно место для фотосессии. Сокчо. Одной из достопримечательностей Сокчо является Абай-маыль. Абай – это в одной из провинций Северной Кореи, так произносит слово «отец». То есть деревня отцов. Северокорейские беженцы после войны здесь поселились. У них такой маленький анклавчик под мостом. Туда ходит паром. Паром за деньги, не за небольшие, но стоит съездить. Очень вкусная у них кровяная колбаса. Абай сунде. Мы с вами сейчас отправляемся покорять самую главную вершину Сораксана. Вершина называется Тэчонgbong. Ох, это будет тяжело. Надеюсь, выдержим. Реклама мотеля, бесплатная стоянка. Только, говорит, зайдите в магазин, что-нибудь купите. Я купил для бурундуков, для меня. Мне, конечно, плохо экипирован. Вот правильные ребята идут. А еще лучше, чтобы альпинштоки были. Вот тетеньки есть. Между прочим, вход бесплатный. А если захотеть со стороны внешнего Сорака, платно. Денежки идут на храм. Кстати, до сюда недалеко идти, вы сами понимаете. Сюда пришел, говорит, хотите еще на почти 4 километра вверх. Это 5 километров либо таких лестниц, либо лестниц каменных с очень неровными ступеньками. Так что осторожнее, пожалуйста. «859 метров над уровнем моря. А мне надо 1708. Ой. Ой, как я долго сюда покатался. 4,5 часа. Бобик сдох. Но зато добрался до самой высокой вершины. В горах Сораксана. И третий в Корее. 1708 метров. Я забрался. Уже сфотографировался там наверху. Очередь большая, но можно сбоку сфотографироваться. Чуть-чуть не подходя к столбу, где написано Тэчонgbong, 1708 метров. Я это сделал. Моя награда.
Мы сейчас находимся во внутреннем Сораксане и идем к водопаду. Это внутренний Сорак, который от моря подальше находится, со стороны континентальной, так сказать, Кореи. Парк Сораксан делится у нас на 3 зоны. Внутренний Сорак, внешний Сорак, на море смотрит, в Корусок, что там находится, и южный Сорак. Администрация национального парка Сораксан завела такую хорошую традицию в разных красивых местах вдоль дорожки, ведущей в горы или к водопадам, ставят такие вот доски, на которых стихи пишут. Стихи, как вы видите, поэта, который жил достаточно давно. Тут в основном все старые поэты. Зовут Ан Сокпён, и стихи называются «Водопад Тэсэн», «Тэсэн Покпо». Прекрасен водопад тысячеструйный, грохочут жернова в глухой долине. Летит по небу белый и опрятный, на солнце голубым и красным преломляясь. Как будто бы сорвать стремясь игриво, тумана поясок сквозь рощу дует ветер. Попав под дождь игривый ранним летом, увидишь ли ты радугу внезапно? Между прочим, водопад самый высокий в Южной Корее. Сейчас воды немного, но после дождей он выглядит гораздо более величественно. 88 метров. 2 других водопада, в тройку, которые ходят во всей Корее, самых высоких, они находятся в Северной. Так что в этой стране, в Южной Корее, самый высокий или самый длинный, как хотите, водопад. С ним легенда связана. Однажды молодой человек по прозвищу Тэсэн, а может быть не очень молодой, собирал, спустившись на веревке сверху, рядом с этим водопадом, травку. Собирает, и внезапно слышит голос мамы, которая у него уже умерла, которая его зовет: «Тэсэнга, Тэсэнга, иди сюда». Он быстро-быстро по веревке поднялся наверх, думал, может быть, мама с небес спустилась на землю с ним повидаться. Маму он не встретил, зато встретил вот такую многоножку, которая пыталась перекусить веревку. Таким образом, мама Тэсэнга спасла его от смерти неминуемой. Ну, сами понимаете, лететь-то высоковато будет. С тех пор водопад безымянный стал называться водопад Тэсэн. Мешаем пиби-памп, потому что в названии инструкция по приготовлению. Пибим — это мешать, а рис. Что тут у нас еще есть? Это супчик с соевым творогом и пророщенными ростками сои. Закуски разные, кабачок, кимчи из капусты. Это, наверное, редька. Попробуем.